Наступает такое время, когда в привычном меню все начинает наскучивать, и хочется попробовать чего-нибудь новенького и необычного. Ну честно, что поделать, человек так устроен. И сегодня я готов предложить вкуснейший вариант американского сырного супа. Сварится за полчаса. Начнем с нарезки лука, вполне хватит пару головок. Нарезать его будем средними кубиками. Сильно мелко нет смысла резать, так как все равно потом придется все измельчать блендером. Но и нарезать крупно тоже не стоит, чтобы потом не ждать, когда он приготовится. В сковороду наливаем растительное масло и опускаем лук. Огонь чуть ниже среднего. Обжариваем буквально пару минут до еле заметного золотистого цвета. Всыпаем 4-5 столовых ложек пшеничной муки и тут же перемешиваем. Если образуются комочки, ничего страшного, блендер поможет. Мука тут же налипает и лук становится бархатистым и суховатым. При периодическом помешивании прогреваем его и затем перекладываем в кастрюлю, в которой будет все вариться. Варить суп будем на молоке и сливках. Берем молока 1 литр и выливаем в кастрюлю. К нему же добавляем 1 чайную ложку молотого мускатного ореха. Немного молотого перца. На медленном огне постепенно доводим все до кипения. Солить все будем в самом конце. Основа данного супа – капуста брокколи. Именно она сделает суп в меру густым. Капуста может быть свежей, как у меня, или замороженной, но лучше свежая. И еще лучше, если капуста будет молочной, без осыпающихся желтых цветочков. Свой вилок я купил у бабушки, впрочем, как и тыкву из недавнего видео. На мой объем кастрюли капусты в 1 килограмм будет более чем достаточно. Капусту следует заранее промыть и удалить все листья. Далее необходимо срезать все соцветия. Если они крупные, то разделяем их на более мелкие части. Кочерышки должны быть молочными и нежными. Если они грубые и жесткие, то такую капусту брать не следует. Пока занимались брокколи, молоко закипело. Опускаем в него всю порезанную капусту. Вливаем немного куриного бульона или обычной чистой воды, но не до верха. В кастрюле должно остаться немного места. После закипания оставляем капусту вариться 5-7 минут на медленном огне. Следим, чтобы молоко не выкипало. В данном супе обязательно должен присутствовать легкий копченый вкус. И с этим прекрасно справляется обычный бекон. Сразу же подготовим сыр. В этом супе его будет 2 вида. Первый – это сыр чеддер. Это в оригинале, но у меня, естественно, не он. Так как чеддер быстро мне найти не удалось, пришлось обойтись обычным и простым сыром. 300 грамм. Натираем его на крупной терке. Бекона я взял 150 грамм. Его следует нарезать небольшими кусочками. Если так получилось, что нет бекона, то его можно заменить самой обычной копченой грудинкой. Если кто считает, что суп будет слишком жирным, то зря. Капуста и молоко все отбалансируют, и будет просто отлично. Ну и сразу же пошинкуем немного зелени. Буквально немного свежей петрушки и зеленого лука. Они нам нужны будут при подаче. Ну вот, по сути и все. Больше ничего для супа резать не будем. Капуста и лук полностью готовы. Пришло время блендера. Снимаем кастрюлю с огня. Тщательно все измельчаем до состояния пюре. Суп должен получиться вязким и однородным, и без всяких комочков. Возвращаем кастрюлю на огонь. При постоянном помешивании снова все доводим до кипения. Постоянно нужно следить, чтобы суп не подгорал к дну кастрюли. Опускаем порезанный бекон. Второй вид сыра, который нам необходим – сливочный плавленый сыр. Самый простой. Он здорово усилит вкус данного супа и заметно добавит ему густоты. Аккуратно опускаем его в кастрюлю. Сколько сыра нужно, добавляйте, пока не добьетесь нужной густоты. Я добавил около 250 грамм. Солим по вкусу. Опускаем половину потертого сыра. Оставшуюся добавим чуть позже. Снова все перемешиваем, чтобы сыр хорошенько разошелся по всему супу. Если вы видите, что суп получается сильно густым, то разбавляйте его молоком или бульоном. Если наоборот получился слишком жидким, а вы уже все добавили, что могли, то тогда придется подождать, пока часть влаги не испарится. Прошло примерно минут 20 с начала приготовления. Суп полностью готов. Все его составляющие сварились и стали мягкие вне всяких сомнений. Данный суп традиционно подают не в тарелке, как мы все привыкли, а в булках свежего ржаного хлеба. Срезаем по кругу хрустящую корочку и удаляем из центра практически весь мякиш. Желательно, чтобы булка хлеба была не сильно большого размера. Если честно, то у меня немного большевато для этого.
Перед самой подачей вливаем 200 мл сливок любой жирности. Перемешиваем, чтобы они разошлись, и тут же выключаем огонь. Все готово. Осталось только подать. Разливаем его по хлебным тарелкам. Не нужно бояться, что суп размоет корочку и вытечет наружу. Он слишком густой для этого. Плюс такой подачи, что суп не остывает и долгое время остается горячим. Сверху добавляем остатки потертого сыра и свежую зелень. Всего 30 минут, да наверное и того меньше, нам хватило приготовить потрясающий американский сырный суп. Обязательно его приготовьте, если вы никогда ранее этого не делали. Этот суп вас однозначно удивит и приятно порадует. Готовьте вкусно и приятного аппетита!